парке, расположенном в центре небольшого городка, в 2 часа дня 5 марта проходивший мимо мужчина заметил нечто странное в кустах. Приглядевшись, он с удивлением обнаружил металлический объект, частично скрытый под слоем грязи и опавших листьев. Это был прямоугольный ящик, покрытый ржавчиной с непонятными символами на поверхности. Мужчина остановился, чтобы лучше рассмотреть находку. Его сердце забилось быстрее, когда он осознал, что это не просто мусор. Он вызвал полицию, и вскоре на месте происшествия появились несколько сотрудников. Находка привлекла внимание местных жителей, которые начали собираться вокруг, обсуждая, что это может быть. Некоторые предполагали, что это остатки старого оборудования, другие говорили о возможной находке из времен Второй мировой войны. Вскоре к ящику подошла группа сотрудников службы безопасности, которые стали осторожно раскапывать его. Когда ящик был извлечен из земли, его загадочные символы стали более заметными. Они напоминали древние письмена, которые никто не мог расшифровать. Полицейские объявили о временной эвакуации зоны, чтобы провести необходимые исследования. Стремление разгадать тайну только усиливало интерес местных жителей. В то время как они ждали новостей, в воздухе витал дух ожидания, смешанный с легкой тревогой. Эксперты из университета согласились провести экспертизу находки. На следующий день, 26 марта, группа ученых прибыла в парк. Они принесли с собой оборудование, чтобы проанализировать материал ящика. Первоначальные выводы оказались неутешительными. Ящик не поддавался обычным методам исследования. Вскоре начались разговоры о том, что это может быть не просто артефакт, а нечто более зловещее. Никто не ожидал, что находка станет началом череды странных событий. Через несколько дней, когда ящик все еще находился в лаборатории, местные жители начали сообщать о необычных явлениях в парке. Некоторые утверждали, что видели странные фигуры, пробегающие между деревьями, а другие слышали непонятные звуки, исходящие из той части парка, где была сделана находка. Жители стали делиться своими наблюдениями в социальных сетях, и вскоре тема стала вирусной. Посты о загадочном ящике и странных явлениях в парке привлекли людей со всех концов города. Люди приходили в парк, чтобы увидеть своими глазами, что происходит. Некоторые приносили свои камеры, чтобы зафиксировать происходящее на видео, в надежде поймать что-то необычное. Местная пресса начала освещать события, и вскоре вся страна узнала о странном артефакте из парка. Ожидание чего-то неожиданного нарастало, тайна только начинала раскрываться. Вечером 7 марта местные жители, собравшиеся в парке, заметили, что камеры видеонаблюдения, установленные по всему периметру, начали работать необычно. Запись с одной из камер, направленной на место находки, неожиданно стала доступна для просмотра через интернет. Видео привлекло внимание множества людей, стремившихся разгадать загадку ящика. На записи было видно, как в районе находки происходят странные события. Поздно ночью, когда парк был пуст, камера зафиксировала тени, быстро мелькавшие между деревьями. Тени двигались с невероятной скоростью, а сами силуэты напоминали что-то человеческое, но с искаженными пропорциями. Местные жители, увидевшие видео, начали делиться своими впечатлениями в социальных сетях. Каждый пытался предложить разумное объяснение происходящему. Некоторые говорили о том, что это всего лишь игра теней, другие утверждали, что это нечто более мистическое. С каждым часом зрителей становилось все больше. Вечером 8 марта один из пользователей сети заметил, что на видео есть момент, когда тень останавливается и, похоже, рассматривает ящик. Эту деталь обсудили на форумах. Вскоре количество просмотров видео достигло нескольких десятков тысяч. Люди стали массово приезжать в парк, чтобы услышать и увидеть что-то странное. На следующий день, 9 марта, несколько мужчин, заинтересованных происходящим, решили провести собственное расследование. Они установили дополнительные камеры вокруг парка, надеясь запечатлеть что-то необычное. Параллельно с этим местные новостные каналы начали освещать необычное событие, приглашая экспертов для комментариев. В эфире звучали предположения о том, что это может быть работа умельца или даже реклама нового фильма ужасов. Однако вскоре начались тревожные сообщения от свидетелей, которые утверждали, что видели нечто иное. Люди говорили о странных звуках, которые доносились из парка, щелчки, шорохи и даже тихий смех. Некоторые отмечали, что чувствовали холодный ветер, хотя погода была теплой. Эти события усугубляли тайну, обрастая слухами. Один из местных жителей, который гулял по парку поздно ночью, рассказал, что он заметил яркий свет, исходящий от места, где стоял ящик.
Он попытался подойти ближе, но его остановил неожиданный звук, напоминающий шипение. В панике мужчина вернулся домой и сразу же рассказал друзьям о своем опыте. «Ну что, кто из вас готов разгадать тайну этого загадочного ящика? Если вам нравится наше творчество и вы хотите поддержать проект, переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код, чтобы помочь нам продолжать создавать такие увлекательные истории. Помните, даже самые странные находки не появляются без ваших лайков и донатов». Это только подогрело интерес к парку и усилило волнение среди местных жителей. С каждым новым сообщением о странностях в парке люди становились все более взволнованными. Все ожидали, что произойдет что-то удивительное. Тайна ящика и таинственные существа, возможно, были связаны, и каждый настраивался на то, что скоро станет свидетелем чего-то необычного. В воздухе витало ощущение, что в парке скрывается нечто, что ждет своего часа, готовое раскрыть свои секреты. Вечером 10 марта парк снова заполнился людьми. Параллельно с обсуждениями в интернете все больше местных жителей приходило на место находки, надеясь стать свидетелями необычного. Атмосфера была напряженной, и каждый из них ожидал чего-то невероятного. Тем временем новые записи с камер видеонаблюдения продолжали поступать, показывая все более странные явления. В тот же вечер, когда солнце село, один из мужчин, установленный на ночное дежурство, заметил что-то необычное вдалеке. От ящика, который продолжал оставаться в центре внимания, исходил странный свет. Он выглядел как мерцающий фиолетовый луч, который поднимался в воздух и словно искал что-то. Мужчина схватил телефон и начал снимать видео. На записи он зафиксировал, как луч света вдруг исчез, а затем в его поле зрения появилась тень, которая медленно приближалась. Существо, казавшееся высоким и стройным, двигалось с необычной грацией, и его контуры были размытыми, как будто оно состояло из тумана. Мужчина замер в шоке, не веря своим глазам. Когда существо приблизилось, он почувствовал, как холод пробежал по его коже. В этот момент оно остановилось, и их взгляды встретились. Тень казалась живой, а ее глаза сверкали, как звезды. Мужчина в страхе отшатнулся, не в силах отвести взгляд. В ту же ночь он рассказал о своем опыте в социальных сетях. Запись, которую он опубликовал, быстро набрала популярность. Люди начали массово приходить в парк в поисках таинственного существа. Волнение нарастало, и вскоре парк заполнился не только жителями, но и исследователями, журналистами и просто любопытными. На следующий вечер один из новых посетителей, любитель паранормальных явлений, решил провести собственный эксперимент. Он принес с собой специальное устройство для записи звуков и видео. В одиночку он отправился к месту находки, установив оборудование вокруг ящика. Внезапно он услышал шорохи и тихие звуки, которые становились все громче. Наружный мир казался далеким, погружая его в атмосферу таинства. Внезапно его камеры зафиксировали движение. Существо снова появилось, но на этот раз его форма стала более четкой. Оно вытянуло руку в сторону ящика, и в воздухе зазвучал низкий звук, напоминающий гул. Это произошло в тот момент, когда он нажал на кнопку записи. Несколько секунд позже все вокруг наполнилось странным светом, и его оборудование отключилось. Исследователь в панике бросился обратно к выходу, чувствуя, как холодное дыхание преследует его. На следующее утро в городе разразился настоящий скандал. Люди начали обмениваться сообщениями о своих встречах с таинственным существом. Говорили о том, что оно может обладать сверхъестественными способностями. Некоторые утверждали, что видели, как оно взаимодействует с ящиком, а другие жаловались на странные ощущения и неожиданные видения. Напряжение нарастало, и местные власти начали вмешиваться, пытаясь успокоить ситуацию. Слухи о существе распространились по всему региону, а интерес к произошедшему только увеличивался. Вскоре в парке собралось множество людей, жаждущих увидеть таинственное создание своими глазами, а также разгадать, что же на самом деле скрывает загадочный ящик. Тайна оказывалась все более глубокой, а каждый новый день приносил новые загадки и произошедшие события. Тревога среди местных жителей достигла своего предела. 11 марта в вечерние часы парк наполнился толпами людей, многие из которых не могли сдержать волнение. Группы стояли в ожидании, обсуждая последние события и делясь своими впечатлениями. Каждый надеялся стать свидетелем дальнейших проявлений таинственного существа. Некоторые принесли с собой фонарики и камеры, готовые запечатлеть все, что произойдет. Среди толпы были и скептики, утверждавшие, что все это всего лишь выдумка, игра теней и городских легенд.
Однако их мнение затоптали недовольные крики. «Мы видели это своими глазами!» Один из жителей, который ранее стал свидетелем встречи с существом, снова поднял голос. Он рассказал о своих переживаниях, о том, как существо смотрело на него. Его слова породили волну обсуждений. Люди стали перешептываться и делиться своими наблюдениями. Некоторые решили устроить ночное бдение у ящика, чтобы поймать таинственное существо на камеру. На протяжении всей ночи они пели песни и рассказывали устрашающие истории, чтобы разогнать страх. Примерно в 3 часа ночи один из них заметил, как вокруг ящика появился тот самый яркий свет. Толпа замерла, когда они увидели, как из света вырывается тень, постепенно принимающая форму таинственного существа. Существо вновь стало более отчетливым, и его внешний вид вызвал шок у присутствующих. Оно казалось высоким, с длинными конечностями и яркими глазами, которые светились в темноте. Люди начали паниковать, некоторые бросались в бегство. Тем не менее, любопытство многих удерживало их на месте. Они пытались сделать снимки, но ни одна камера не фиксировала существо. Оно, похоже, было невидимо для устройств. В это время среди толпы раздался громкий крик. Один из свидетелей, который подошел слишком близко к ящику, неожиданно потерял сознание. Остальные в ужасе бросились к нему на помощь, и когда его подняли, его выражение лица было полным страха. Он не мог объяснить, что произошло, только повторял, будто существо смотрело на него. Слухи о том, что кто-то потерял сознание из-за встречи с существом, разлетелись по городу. Вскоре в парке собрались даже те, кто никогда не интересовался паранормальными явлениями. Люди стали бояться выходить на улицу в вечернее время. Некоторые начали обсуждать, что это может быть результатом некоего эксперимента, проводимого учеными. Обсуждения обострились, когда в город начали прибывать репортеры и исследователи с целью разоблачить правду. Вскоре местные власти, обеспокоенные растущей паникой, решили усилить охрану парка. Они объявили, что будут устанавливать дополнительные камеры и патрулировать территорию. Но это только добавило масла в огонь. Жители начали опасаться, что правительство скрывает информацию об этом существе. Каждую ночь в парке становилось все более многолюдно. У людей возникло желание узнать правду, и они были готовы на все, чтобы разгадать загадку, которая уже охватила их город. Каждый новый день приносил новые слухи и предположения, а тайна только углублялась. 12 марта в городе разразился настоящий информационный бум. К числу исследователей и журналистов, прибывших в парк, присоединились и эксперты по паранормальным явлениям, ставшие центром обсуждений. Они выступили в местных новостях с анализом записей, полученных с камер видеонаблюдения. На одной из пресс-конференций, состоявшейся в местном дельфинарии, ученые стали говорить о том, что зафиксированные на видео тени не могут быть объяснены обычной физикой и требуют более глубокого анализа. Один из ведущих экспертов, доктор наук по физике, поделился своими выводами. Он предположил, что это может быть результатом взаимодействия высокочастотных волн с пространством, создавая иллюзии и искажения восприятия. Однако его слова не успокаивали местных жителей, а лишь подогревали их страхи. Вскоре после этого в социальных сетях появились новые видеоролики, в которых запечатлено существо, идущее в сторону ящика, а также странные звуки, похожие на шепот. Эти записи вызвали бурное обсуждение. Местные жители начали делиться своими мыслями о том, что это может быть призрак или даже нечто инопланетное. Каждый знал, что нечто необычное происходит, но никто не мог объяснить, что именно. Вечером 13 марта в парке разразился конфликт между сторонниками теории паранормальных явлений и скептиками. Сторонники предполагали, что существо связано с ящиком, а скептики настаивали на том, что это всего лишь массовая истерия, вызванная слухами. Словесные перепалки стали все более агрессивными, и вскоре в парке возникла настоящая давка, когда толпа попыталась приблизиться к ящику. Тем временем один из экспертов, проводивший исследование, решил провести эксперимент с использованием специального оборудования, чтобы выяснить, есть ли в парке какие-либо аномальные излучения. Он пригласил местных жителей участвовать в тестах. Люди с готовностью согласились, надеясь, что это поможет раскрыть тайну. Эксперимент начался вечером. Установив аппаратуру по периметру ящика, исследователи начали собирать данные. Внезапно оборудование начало выдавать сбои, экран мигал, а приборы показывали необычные показатели. Участники эксперимента ощутили странное волнение в воздухе, и вскоре некоторые из них стали жаловаться на головокружение.
Неожиданно один из приборов зафиксировал резкий всплеск энергии, и звук, напоминающий гул, заполнил пространство. Некоторые, находившиеся поблизости, начали паниковать и разбежались в разные стороны. Это вновь подогрело слухи о том, что ящик и существо — нечто опасное. Люди стали говорить о том, что власти что-то скрывают, и что вскоре может произойти что-то ужасное. В тот же вечер в социальных сетях начались обсуждения о том, что происходящее в парке — это лишь начало чего-то большего. Слухи о возможных катастрофах и необычных происшествиях начали распространяться по всему городу. Местные жители стали более настороженными, и все ожидали, что вскоре правда о загадочном существе и ящике выйдет на поверхность. Напряжение нарастало, и никто не знал, к чему это приведет. 14 марта в городке началась паника. Информация о событиях в парке достигла средств массовой информации, и слухи о тайных экспериментах начали распространяться. В местных новостях появились сообщения о том, что некоторые ученые из соседнего университета проводили исследования аномалий и могли быть вовлечены в изучение находки из парка. Вечером того же дня группа местных жителей решила провести собственное расследование. Они выбрали лабораторию, которая, по их мнению, могла быть связана с экспериментами. Сообщения о странностях в парке продолжали поступать. Люди сообщали о звуках, напоминающих шипение, и о тенях, мелькавших между деревьями. Оборудованные фонариками и телефонами, местные жители направились к лаборатории. Они пробрались в здание через задний вход, надеясь найти доказательства тайных исследований. Внутри обнаружили множество документов, в которых упоминались тесты на взаимодействие с аномальными существами. Шокировало то, что среди этих бумаг были отчеты о предыдущих экспериментах, проводившихся в парке несколько лет назад. Документы описывали исследования, связанные с аномальными явлениями, которые происходили в том же месте, где был найден ящик. В некоторых экспериментах использовались высокочастотные волны и проводились попытки взаимодействия с непознанными сущностями. В отчетах упоминались непредсказуемые последствия и необъяснимые исчезновения животных. Во время осмотра лаборатории внимание группы привлекла черная дверь, ведущая в подвал. Они осторожно открыли ее и спустились вниз. В подвале наткнулись на оборудование, схожее с тем, что использовалось в парке. На стенах висели графики и диаграммы, отображающие необычные энергетические всплески и их связь с ящиком. Один из участников группы заметил в углу подвала сверток, в котором лежали записки с неразборчивым почерком. Записки содержали инструкции по взаимодействию с ящиком и предположения о сущности, связанной с ним. Вдруг в помещении раздался треск, и лампы начали мигать. Испугавшись, люди бросились к выходу, но один из них успел сделать фотографии документов. Снимки вскоре стали основой для новых слухов в интернете. Местные жители начали обсуждать, что ученые не только исследуют ящик, но и занимаются чем-то более опасным. В то же время в парке произошло еще одно странное событие. Свидетель увидел, как существо вновь появилось и на этот раз приблизилось к группе людей, но затем исчезло в темноте, оставив за собой легкий холодный ветер. С каждым днем напряжение между жителями росло, и складывалось ощущение, что нечто большее, чем просто загадка, скрывается в парке. Местные власти начали получать анонимные угрозы, и страх охватил город. Ожидание неизведанного становилось невыносимым. Тайна вокруг ящика и существ, которые его окружали, продолжала углубляться, и каждый новый день приносил новые повороты в этой загадочной истории. 15 марта в городке разразился настоящий скандал. Видеоролики, снятые местными жителями, стали предметом активного обсуждения. Один из пользователей интернета распространил фрагмент, на котором отчетливо было видно, как существо, похожее на то, что появлялось в парке, приближается к группе людей. Этот видеоролик вскоре стал вирусным. Каждый новый просмотр только подогревал интерес и страхи, а в обсуждениях начали появляться все более экстравагантные теории. На следующий день, 16 марта, к местным властям поступила анонимная информация о том, что ученые, участвующие в исследованиях, могли скрывать более серьезные факты о находке и сущности. Вечером в новостях появилась информация о планируемой пресс-конференции, на которой должны были быть представлены новые данные. Это вызвало волну слухов о том, что кто-то из ученых готов раскрыть правду. Перед началом пресс-конференции в город пришли репортеры со всех концов страны. Толпы людей собрали перед зданием, ожидая сенсации. Внутри, среди ученых, царило напряжение. Один из ведущих профессоров, доктор Ильин, готовился представить результаты своих исследований.
Он был одним из тех, кто еще несколько месяцев назад заявил о наличии аномалий в парке, но теперь его слова звучали иначе. Когда профессор вышел на сцену, его лицо было серьезным. Он начал с того, что подтвердил существование аномалий, связанных с находкой в парке. Однако затем он вскользь упомянул о том, что его команда проделала множество экспериментов. В ходе одного из них они получили доступ к непонятному полю, которое вызывало аномальные явления. Профессор рассказал о том, что в процессе испытаний по взаимодействию с ящиком они столкнулись с непредсказуемыми эффектами, которые могли привести к исчезновениям. Неожиданно он представил видеозапись, которая шокировала всех присутствующих. На экране появилось существо, которое, как оказалось, было не просто тенью, а неким формообразующим организмом, способным изменять свою структуру. Профессор заявил, что это существо не только обитало в парке, но и могло взаимодействовать с человеческим сознанием, вызывая видения и страхи. Зал наполнился гулом шокированных голосов. Люди начали перешептываться, осознавая, что все, что происходило в парке, могло быть намного серьезнее, чем они предполагали. Профессор продолжал, сообщая, что в процессе исследований его команда столкнулась с непредвиденными последствиями. И именно поэтому они были вынуждены скрывать факты. В этот момент кто-то из аудитории закричал, задав вопрос о том, что произошло с пропавшими животными и людьми, которые могли быть жертвами этих экспериментов. Доктор Ильин не смог ответить на этот вопрос четко, что только усилило недовольство и тревогу среди присутствующих. Скандал вокруг видеоролика и новых откровений обрастал новыми слухами и предположениями. Каждый стал задумываться, что на самом деле скрывается в парке, и какова истинная природа таинственного существа. Город оказался на грани хаоса, и каждый новый день приносил новые вопросы и страхи. Напряжение достигло своего пика. Тайна, окружающая ящик и существо, продолжала углубляться, и все больше людей начинало сомневаться в том, что они сами избежали опасности. 16 марта после пресс-конференции в городе царило смятение. Местные жители были в шоке от откровений профессора Ильина. Они активно обсуждали, что произошло в парке и какую угрозу представляет таинственное существо. Многие считали, что это не просто аномалия, а нечто более серьезное и опасное. На следующий день, 17 марта, несколько местных жителей, решившие разобраться в ситуации, встретились в парке. Они были полны решимости выяснить правду и пришли к выводу, что должны вернуться к лаборатории профессора. Возможно, там они найдут больше информации о сущности и ее природе. Группа направилась к лаборатории с тревогой. Они заметили, что охрана значительно усилилась. Это подстегнуло их любопытство. Проникнув через задний вход, они ощутили напряженную атмосферу. Сотрудники выглядели обеспокоенными, что усилило подозрения группы. Начав искать документы, они наткнулись на результаты экспериментальных исследований, проведенных над ящиком. В одной из комнат они нашли отчеты, описывающие взаимодействие с сущностью. Ученые пытались использовать ящик как источник энергии, но эксперимент вышел из-под контроля, и сущность обрела самостоятельность. Это объясняло странные явления и исчезновения. Изучая другие отчеты, группа наткнулась на записи о том, что сущность могла изменять память и восприятие людей. Это объясняло, почему свидетели видели разные версии существ. Они осознали, что их наблюдения были следствием неудачного эксперимента. Вдруг раздался треск, и в коридоре послышались шаги. Паника охватила группу, и они быстро покинули комнату, прячась за ближайшими дверями. Через мгновение они увидели, как в лабораторию вошли несколько сотрудников с серьезными лицами, обсуждая последствия недавних событий. Темы их обсуждения касались исчезновения людей и животных, которые могли стать жертвами сущности. Одна из участниц группы, Лена, вспомнила, что ее подруга пропала несколько недель назад, когда проходила мимо парка. Она запаниковала, осознав, что могла стать одной из жертв. Группа поняла, что на кону стоит не только их безопасность, но и жизни людей, обманутых сущностью. Поднимаясь по лестнице, чтобы покинуть лабораторию, они наткнулись на дверь с символами, похожими на те, что были на ящике. Это была дверь в закрытую зону исследований. Оторвавшись от страха, они решили открыть ее. За дверью оказалась комната с оборудованием для экспериментов и большим экраном, на котором были записи и анализы всех опытов, связанных с сущностью. На экране мелькали видео, запечатлевшие взаимодействие с существом. Группа осознала, что это не просто аномалия, а результат человеческой жадности и стремления к научному прогрессу, который вышел из-под контроля.
В этот момент они поняли, что правда о сущности гораздо более шокирующая, чем они могли предположить. У них не было времени на раздумья. Им нужно было покинуть лабораторию и рассказать всем о том, что они узнали, прежде чем станет слишком поздно. Когда группа вырвалась из лаборатории, их сердца бешено колотились. Лена не могла забыть о своей пропавшей подруге. Они быстро направились к парку, чтобы предупредить других о том, что узнали. На улице их встретили толпы людей, обсуждающих последние события. Город был полон слухов, и многие воспринимали происходящее как местную легенду, забывая об истинной угрозе. Собравшись в кафе, они попытались рассказать друзьям о тайнах, открывшихся в лаборатории. Однако не все им верили. Некоторые считали, что они преувеличивают или пытаются привлечь внимание. Лена подняла голос, объясняя, что это не вымысел, а реальная опасность. Группа показала фотографии документов и видео с экрана, на которых были запечатлены странные существа и экспериментальные данные. Но некоторые просто пожимали плечами и продолжали обсуждать свои дела. Тем временем в парке происходили новые события. Люди, ранее не придававшие значения странностям, начали замечать аномалии. Они видели, как существо появлялось среди деревьев и слышали непривычные звуки по ночам. Это сеяло смятение. Слухи о пропавших животных и странных ощущениях стали расползаться по городу. Паника охватила даже самых скептически настроенных. Последовала реакция местных властей. Они провели экстренное заседание, на котором обсуждали сложившуюся ситуацию. В результате было принято решение о закрытии парка и эвакуации жителей для предотвращения возможных угроз. Профессор Ильин, узнав о протестах и страхах, решил выступить с обращением к общественности. Он призвал людей не паниковать и обещал провести дополнительные исследования. Однако его слова звучали неубедительно, и многие почувствовали, что их жизни находятся под угрозой. Лена и ее друзья поняли, что правду о сущности никто не хочет слышать. Они решили действовать самостоятельно. Собрав информацию, они подготовили статью для местной газеты, где описали все, что узнали о сущности и скрытых экспериментах. Публикация быстро привлекла внимание, и вскоре с ними начали разговаривать журналисты и исследователи. Город снова заговорил о случившемся, однако страх не исчез. Свидетели, видевшие существо, начали сообщать о странных снах и видениях. Некоторые стали жертвами паники и уезжали из города. Лена осталась, решив бороться за правду и попытаться найти свою подругу. Пока Лена и ее друзья сражаются за правду, мы тоже не сидим, сложа руки. Если вам нравится наше расследование и вы хотите увидеть больше таких историй, подписывайтесь на канал. А чтобы поддержать наш проект, просто загляните в описание или отсканируйте QR-код на экране, там, где мы прячем свои секреты. Она знала, что опасность все еще существует, и ей нужно было понять, как остановить это. Прошло несколько месяцев с тех пор, как все началось. Город медленно восстанавливался, но тень таинственного ящика и сущности все еще висела над ним. Люди не забыли о произошедшем и каждую ночь оглядывались на темные деревья парка, ожидая, что произойдет следующее. Лена продолжала свои поиски, надеясь, что однажды сможет раскрыть правду о сущности. Напряжение и страх остались. Но город снова обрел уверенность в том, что справится с любой угрозой, даже если она скрывается в тени. Тайна о том, что произошло, будет жить в памяти горожан, оставив неизгладимый след, который не забудется никогда.